Эта женщина встретила невесту своего сына с теплой и искренней улыбкой. Затем она взяла девушку за руки и сказала, что это будет прекрасным началом их семейной жизни. Но именно в этот момент она заметила на руке девушки нечто странное. Увидев это, она оцепенела. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда любопытно прочитать, из какого вы города. Приятного просмотра. Маргарет жила далеко от своего сына Алекса. С тех пор, как он переехал в Сиэтл 5 лет назад, они не виделись ни разу. Первые месяцы после отъезда Алекс часто звонил своей матери, и их разговоры длились часами. Но со временем все изменилось. У Алекса прибавилось дел на работе, и времени на звонки почти не оставалось. Иногда он даже обещал навестить мать, но постоянно откладывал поездку. Маргарет скучала по сыну, но понимала, у него своя жизнь. Однако одна вещь постоянно тревожила ее. Алекс сказал ей, что живет совсем один в просторной квартире, и это вызывало у Маргарет беспокойство. Ей казалось, что он одинок. Алекс всегда был замкнутым человеком, и мать знала, как трудно ему дается общение с другими. Хоть все это и не давало ей покоя, она никогда не показывала своих тревог сыну. Однажды, спустя почти год после переезда, Алекс позвонил и сообщил, что встретил удивительную девушку по имени Амелия, которую полюбил всем сердцем. Эти слова наполнили сердце Маргарет радостью. Алекс никогда не говорил ей ни о каких девушках прежде, и она сразу поняла — Амелия особенная. Но она даже не догадывалась, насколько особенной окажется эта девушка. Прошло несколько лет, и однажды Алекс сообщил, что сделал предложение Амелии, и она сказала «да». Свадьба уже назначена. Это известие переполнило Маргарет счастьем. Она начала готовиться, купила подарки молодоженам, написала добрые слова, которые хотела бы сказать невестке в день свадьбы. Но вскоре все это покажется ей не таким важным. Алекс и Амелия решили устроить свадьбу в родном городе Алекса в Портленде. Когда они сообщили об этом, Маргарет очень обрадовалась. Ей не нужно было ехать в другой город. Пусть хлопот и было много, она делала все с радостью. Подготовка шла полным ходом, и вот настал долгожданный день. Маргарет надела свое лучшее платье и элегантно направилась к месту церемонии. Несмотря на то, что Маргарет не раз разговаривала с Амелией по телефону, фотографий девушки она никогда не видела. Ей не терпелось взглянуть на ту, кого ее сын выбрал своей женой. Добравшись до места, Маргарет увидела Алекса и с любовью обняла его. Она гордилась им. Но следующий человек, которого она увидела, нарушил эту идиллию. Пока она обнимала сына, кто-то обнял ее сзади. Обернувшись, Маргарет увидела перед собой самую красивую девушку, какую она только встречала. Белое платье, сияющая улыбка. «Меня зовут Амелия», — сказала она. «Ты такая красивая», — ответила Маргарет, беря девушку за руки. И тут ее взгляд упал на одну деталь, которая заставила ее сердце остановиться. На руке девушки было родимое пятно, абсолютно такое же, как у ее дочери, пропавшей много лет назад. У Маргарет задрожали руки. Эти отметины были у ее маленькой девочки до того, как та исчезла. Все вернулось с новой силой. Боль, воспоминания, страхи. Она вгляделась в лицо Амелии, и чем дольше смотрела, тем сильнее чувствовала. Перед ней стоит ее пропавшая дочь. Маргарет понимала, что одного лишь чувства недостаточно. Ей нужны были доказательства. Она не могла разрушить свадьбу из-за подозрений, но и молчать не могла. Она мягко спросила Амелию, где находятся ее родители, и та с улыбкой проводила ее к ним.
Поздоровавшись, Маргарет вежливо попросила поговорить наедине. Сделав глубокий вдох, она задала вопрос. «Вы удочерили Амелию?» Муж и жена замерли. Они переглянулись краснея, и мать девушки, вздохнув, произнесла: «Да, мы удочерили нашу Амелию». Маргарет не дала им договорить. Она резко вдохнула и задала еще несколько вопросов. Знают ли они, кто ее биологические родители, как удочерили, сколько ей было лет? Едва сдерживая слезы, она требовала правду. Родители Амелии поняли, что скрывать больше нельзя. Они рассказали, что много лет назад нашли девочку одну на улице в Луизиане. Они сообщили в полицию, искали ее семью, но никто не откликнулся. В конце концов, они удочерили ее на законных основаниях. Маргарет не могла поверить в происходящее. Она зарыдала. Сердце подсказывало ей: Амелия — это ее потерянная дочь. Никто из взрослых не заметил, что сама Амелия находилась неподалеку. Она сначала просто наблюдала издали, но, услышав плач Маргарет, подошла ближе и услышала, как та сказала: «Моя дочь пропала 22 года назад. Мы отдыхали в Луизиане, и в какой-то момент она исчезла. У нее было такое же родимое пятно, тот же голос, те же глаза». Эти слова стали для Амелии шоком. Со слезами на глазах она подбежала к ним. «Это правда? Я была удочерена?» Ее приемные родители виновато опустили глаза. «Да, милая, мы хотели рассказать, но не знали как. Мы нашли тебя на улице. Мы не могли бросить тебя. Нам очень жаль, что ты узнала об этом так». Амелия смотрела на Маргарет, словно впервые видела ее. Вглядевшись, она поняла, у них действительно одинаковые черты. Маргарет взяла ее за руки и произнесла: «Я никогда не переставала тебя ждать, даже когда надеяться уже не было сил. Я молилась, чтобы снова увидеть тебя. И вот ты здесь». Они обнялись и разрыдались. Это было одновременно радостное и горькое воссоединение. Но один вопрос повис в воздухе: что теперь со свадьбой? В этот момент к ним подошел Алекс. «Я что-то упускаю?» — спросил он. Увидев его, Амелия бросилась к нему, слезы катились по ее щекам. «Мы не можем быть вместе. Твоя мама — это и моя мама. Мне очень жаль». Но Алекс не выглядел ошеломленным. Он взял ее за руки и мягко сказал: «Ты все еще можешь быть со мной, потому что Маргарет не моя биологическая мать». Она посмотрела на него с недоумением. Тогда Маргарет продолжила: «Когда я потеряла дочь, моя жизнь разрушилась. Спустя год я нашла брошенного мальчика и приютила его. Алекс стал мне сыном, но я не рожала его. И поверьте, видеть вас вместе — это самое большое счастье для меня». Слезы радости катились по ее щекам. Гости аплодировали, и свадьба состоялась. Уже не просто как торжество любви, но и как день великого воссоединения семьи. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.